мы начинаем первую часть панели круглого стола по исследованию холотропного дыхания. Dear friends, we're starting the first section of our panel devoted to studies of holotropic breathwork. И я счастлив видеть столько заинтересованных лиц в зале. And I'm happy to see that so many people are interested. И, конечно же, нет необходимости представлять основателя холотропного дыхания Станислава Грофа. And of course, there is no need to introduce the founder of holotropic breathwork, Stan Grof. Я хочу сказать просто несколько личных впечатлений о Стэне. I would like to only share some personal impressions of Stan. Я прочитал его книжку «Области человеческого бессознательного», когда она только что была переведена в самиздате в 1980 году. I've read his Realms of Human Unconscious as early as 1980, when it was first translated half illegally into Russian. И эта книга, я читал ее всю ночь, когда получил самиздатовские копии. Эта книга изменила мою жизнь. And for the whole night I've been reading it in this samizdat self-made copy, and that book changed my life. Потому что до этого многие годы я читал психологическую литературу, даже Фрейда и Юнга, которые были запрещены в России. Because before that I've been reading a lot of psychological literature, namely Freud and Jung, those authors who are not allowed to be published in Russia. Но в этой литературе я не нашел конкретных практических шагов к тому, чтобы развиваться. But in those books I found no... it's working, good. But in those books, I found no practical steps which could allow me to work. И с 80-го года я мечтал встретиться с Грофом. And starting from 1980, I've been dreaming of meeting Stan Grof. Но тогда это было, оказалось неисполнимым желанием. But way back then, it seemed to me that there was no way to do that. Но потом наступила перестройка, и в 89 году Стэн Гроф приехал вместе с Кристиной в Москву. But then the perestroika started, and in 1989, Stan and Christina Grof came to Moscow. И несмотря на то, что до приезда Кристина и Стэна в Москву я уже на себе и на своих друзьях практиковал холотропное дыхание, вернее, то, что я считал холотропным дыханием. And even though prior to their visit, I had been already practicing with myself and my friends that which I thought was holotropic breathwork. Потому что не было никакой возможности получить это знание из первых рук. Because there was no way to receive that knowledge firsthand. Тем не менее, когда я попал на семинар Станислава и Кристины Гроф, Nonetheless, when I found my way to their seminar, я впервые понял, что это такое, и был одним из 3 счастливцев, которые получили приглашение Стэна обучаться на программе Grof Transpersonal Training. Then I understood what holotropic breathwork was, and I was lucky enough to be one of the 3 people invited to study within the framework of Stan's training program. И это были годами реального, конкретного, практического постижения того, что такое трансперсональное. And those were for me the years in which I started to truly comprehend what the transpersonal was. И именно из этих годов работы с величайшими мастерами, с Стэном и Кристиной, мне страшно повезло, потому что и Стэн и Кристина тогда учили на всех семинарах. And from these years of learning from these 2 masters, and I was so very lucky because Stan and Christina were full-term teachers at their seminars way back then. Я установил контакты со многими трансперсональными мастерами из многих стран. I established contacts with many transpersonal masters from many countries. И моей самой большой мечтой было тогда принести вот этот дух этого братства, этой открытости, этой духовности в Россию. And my greatest dream was to bring this spirit of true brotherhood and sisterhood and openness to Russia. И все, что потом было в моей жизни, начало издательской серии «Тексты трансперсональной психологии», опубликование практически всех книг Станислава и Кристины Гроф на русском языке и многих других шедевров трансперсональной литературы. And whatever happened in my life afterwards, namely publishing books within the transpersonal series, books by Stan and Christina Grof and by many other authors. А также многочисленные учебные программы, конгрессы, конференции. And also the numerous training programs, congresses and conferences. И даже эта конференция, And even this very conference, они имеют один мощный источник. all of these have one powerful source. Тот переворот, который случился со мной, когда я прочел свою первую книжку Грофа «Realms of Human Unconsciousness».
And that was and that source was that change which happened to me when I first read that book by Stan, «Области человеческого бессознательного». И я с большим удовольствием представляю вам моего первого учителя в трансперсональной психологии Станислава Грофа, основателя трансперсональной психологии и метода холотропного дыхания вместе с Кристиной Гроф. And it is with the greatest pleasure that I now present Stan Grof, my first teacher of holotropic breathwork and transpersonal psychology, co-founder together with Christina Grof of the holotropic breathwork. А также выступающих на этом столе, посвященном исследованию холотропного дыхания, Владимиру Емельяненко из Ростова-на-Дону. And I'm also happy to introduce the other speakers here who are going to speak about holotropic breathwork. Vladimir Yemelyanenko from Rostov-on-the-Don. Владимир сертифицированный ведущий холотропного дыхания, один из 33 человек, которые получили сертификаты сейчас в России, в Болгарии и Украине. And he is one of the 33 certified holotropic facilitators from Russia and Bulgaria. And Ukraine. And the Ukraine. И также я представляю Икера Пуэнте из Барселоны. And I'm also introducing Iker Puente from Barcelona. И Икер только что вот на предконгрессионном семинаре продолжил свои новаторские исследования состояния сознания, ценностей, их динамики в ходе сеансов холотропного дыхания. И у него уже больше 140 опросников заполнено. And Iker so far has 140 questionnaires already filled, and he presented his vision of the states of consciousness and things happening at holotropic breathwork seminars in his pre-conference seminar. А также Майкла Флири из Австрии. And I'm also happy to introduce Michael Friedrich from Austria. Майкл тоже блестящий исследователь холотропного дыхания в клинической практике. Michael is a brilliant researcher, brilliant clinical researcher of holotropic breathwork. И с его выступления мы начнем сегодняшнюю панель, посвященную исследованию холотропного дыхания. Пожалуйста. And he is the first person to present at this discussion panel. Ну и, конечно же, я хотел бы также упомянуть соосновательницу, представить вам соосновательницу метода холотропного дыхания Кристину Гроф, которую все мы сегодня видели как кейноута утром, и ее история затронула сердца многих. And I'm also happy to speak about Christina Grof, co-founder of Holotropic Breathwork. We had the lucky chance to listen to her this morning, and I think that many people have been touched by the story she told. И Стэн скажет несколько слов. And now Stan is going to say a couple of words on his and her behalf. Okay, good afternoon, everybody. Тоже. Всем здравствуйте. Christina is apologizing. She had a very bad night. She ate something and had really difficult gastrointestinal problems. And just Кристина barely приносит made it свои through the lecture this извинения. morning. У нее была очень трудная ночь, она съела что-то не то, и у нее действительно серьезное желудочно-кишечное расстройство. Ей даже было трудно выступать сегодня утром. She's apologizing that she stayed in a room in the hotel. Она приносит свои извинения, и ей пришлось остаться в номере. Can you hear me? Can you hear me good? Okay. Всем слышно? It's okay. You take this one, I'll take this one. Привет. Hello. Hello, everybody. I'm very happy to be here. Всем привет, всем hello, я очень счастлив, что я здесь. I'm not sure if the microphone is working, but И я не уверен, этот микрофон работает или не работает. it's a really such a big honor for me to talk in presence of Stan Grof. Таки работает. Для меня это огромная честь делать свой доклад в присутствии Стана Грофа. Because you and your wife Christina gave birth to the child of holotropic breathwork. Потому что вы с Кристиной суть родители холотропного дыхания. And this child gave also birth and life to me in enabling me having the most intensive and transforming experiences of my life. Thank you И very этот much. ваш ребенок, холотропное дыхание, позволил также родиться и мне, и пережить действительно трансформирующие трансперсональные опыты.
And now I'm going to start and show you some interesting results from my research. Теперь я начну и представлю вам некоторые интересные результаты моих исследований. What about the study? It was conducted over 1 year, and we had 4 holotropic weekend workshops. Что касается самого исследования, оно проводилось в течение года, и у нас состоялось 4 семинара по холотропному дыханию, которые происходили в выходные. Where every person had 1 breathing session. И каждый участник проживал одну холотропную сессию. All in all, there are 80 people where we have complete data sets. И в целом у нас имеется 80 комплектов данных по людям, которые присутствовали на одном воркшопе. Most of them were students of psychology. Большинство из этих участников изучали психологию. 65% were female, 35% were male. 65% этих участников были женщины, 35% мужчины. And the age of range was between 18 and 61. И возрастной диапазон составлял от 18 лет до 61 года, то есть средняя арифметическая возраста 29 лет. And the mean of age is 29 years. И средний возраст 29 лет. So, this is a graphic showing you the whole design of the study. Здесь вы можете видеть график, который отображает структуру исследования. Please put your attention on the 3 pillars you can see over there. Пожалуйста, обратите внимание на 3 вертикальные колонки на этом слайде. There are tests that were given to the subjects 2 weeks before attending the workshop. Это результаты тестирования участников за 2 недели до прохождения семинара. And the same tests were given to them 6 to 8 weeks after attending the workshop. И результаты того же тестирования, которое было проведено через 6 либо 8 недель после семинара. I think the very unique thing in our study is that the middle pillar represents a questionnaire we developed to assess the level of experience. И я думаю, что уникальной особенностью нашего исследования является вот эта вот вертикальная колонка в середине. Это методология, которую мы разработали для оценки глубины переживаемого опыта. The first thing for us was to investigate our own questionnaire, assessing the experience level. И первым моментом для нас была необходимость оценки нашего собственного опросника, с помощью которого мы хотели определить уровень переживаемого опыта. And the question was, could we separate statistically the different levels of experience? И вопросом для нас был следующий вопрос. Можем ли мы статистически разделить эти разные уровни опыта? We did a factor analysis and as you can see, there were a three-factor solution. You see the numbers, these are the different scales of our questionnaire. И мы проводили факторный анализ. Вы можете видеть цифры, это уровни, которые мы употребляли в нашем анализе. And we have here 2 factor loadings, very high, and they represent the pre-personal level. И здесь мы можем видеть достаточно высокие цифры, они отображают предличностный уровень. 3 scales representing the personal level, also high loadings, second factor. Также мы видим высокие цифры по второму фактору, по личностному уровню. And then we have left scales representing transpersonal and spiritual experiences, and there are nearly all scales loading high. That is the third factor. И также по третьему фактору, по трансперсональному, по духовному опыту, вы также можете видеть справа очень высокие цифры. So the results from the factor analysis is that we can not separate transpersonal and spiritual contents of experience. То есть результатом нашего анализа стало то, что мы не можем разделить уровни опыта трансперсональный и духовный. But we can separate pre-personal, personal and transpersonal spiritual contents of experience from each other. Но мы можем выделить следующие 3 контента, а именно предличностный, личностный и духовно-трансперсональный. You need to know that factor analysis is also dependent on the frequencies of the scales, and therefore I made a graphic where you see the means of the contents of experience. И необходимо знать, что в факторном анализе необходимо соблюдать особенности применяемой шкалы. Соответственно, здесь вы можете видеть на диаграмме среднее арифметическое тех результатов, которые были нами получены. And
and you see from the left to the right, pre-personal, personal, and transpersonal spiritual contents of experience. И вы можете видеть эти три колонки, которые отображают предличностное, личностное и трансперсонально-духовное. And as you can see, most people experienced transpersonal spiritual contents of experience. И как вы можете видеть, для большинства участников основным содержанием опыта был именно опыт трансперсональный и духовный. The next thing, or next question was, are there kind of pure experiences, including only one level? Следующим вопросом был вот какой. Существовали ли опыты некоего чистого вида, в которых бы присутствовал только один уровень? All levels here are positively intercorrelated. That means contents differ over the different levels. In our sample, there was no pure experience of one level. И по итогам нашей работы мы увидели, что участники не переживали опыта только одного отдельно взятого уровня. What is very interesting also is that we have a scale that measures the intensity of experience. Также мы применяли шкалу, при помощи которой мы измеряли интенсивность опыта. This intensity scale is also positively correlated to И the в этой different шкале levels. интенсивности также присутствует позитивная корреляция с этими несколькими различными уровнями. But the highest positive correlation is between intensity and transpersonal spiritual context. It's 0.6. Но наиболее высокую корреляцию вы можете наблюдать там, где у нас интенсивность переживаемого опыта и тема, то есть трансперсональная и духовная. Вы видите, что там 0,672. Now we have further results. Please put your attention to the suffixes A and B. Также представляю дальнейшие наши результаты. Пожалуйста, обратите внимание на то, что обозначено буквами А и Б. A means scales that were given 2 weeks before attending the workshop. А это те результаты тестирования, которые мы собирали за 2 недели до самих семинаров. B means scales that were given 6 to 8 weeks after the workshop. А Б это результаты тех тестирований, которые проводились через 6 или 8 недель после семинара. So here you see the pre and the post tests. Итак, вы здесь видите результаты этих тестов в период до семинара и период после. And the green columns represent the personal and the transpersonal contents of experience of our questionnaire we developed. Колонки, в которых вы можете видеть зеленый цвет, отображают цифры, соответствующие личностному, личному, либо трансперсональному, трансличному и духовному опыту. In the first table, there are all scales from the Neo-PIR, the 5-factor model of personality. И в первой колонке то, что мы используем, это пятифакторная модель личности. And you can see neuroticism, that means people that tend to be emotionally unstable, have a positive relationship with personal contents of experience. That means contents out of their biography. И вы можете видеть, что у тех людей, у которых изначально мы определили высокий уровень невротичности, чаще возникают опыты личного свойства, то есть что-то, что связано с особенностями их биографии. There is also a relationship with neuroticism and personal contents of experience 6 to 8 weeks after attending the workshop. Исходное мы можем видеть также по итогам тестирования, которое проводилось после семинара. Neuroticism is an indicator of mental problems. Невротичность – это есть индикатор неких душевных проблем. There is no relationship, please notice that, between neuroticism before and after the workshop with transpersonal spiritual contents of experience. И, пожалуйста, обратите внимание на то, что строки корреляции с трансперсональным и духовным опытом здесь пусты. On the second line you see the factor openness. На второй строчке сверху вы можете видеть фактор открытости. He represents a lot of aspects also regarding the humanistic human or the humanistic theories of humans, self-actualizers and people that are open to new experience. Это то, что связано с гуманистическим аспектом, с тем, что у человека способствует самореализации. And there was a positive correlation with transpersonal spiritual contents of experience. И вы можете видеть корреляцию этого фактора и пережитого трансперсонального и духовного опыта. The last 3 lines of the first table, they have all positive correlations with transpersonal spiritual experiences.
И касаемо последних 3 строчек в верхней части этой колонки, вы тоже видите наличие корреляции с возникновением и переживанием трансперсонального и духовного опыта. Please remember that B means the suffix B 6 to 8 weeks after the experience. И, пожалуйста, помните, что то, что обозначено латинской буквой P, это результаты тестирования после семинаров. They are all positively correlated, and extroversion and agreeableness are indicators of mental health. И вы здесь можете видеть, что эти составляющие – это компоненты душевного здоровья. Мы там видим экстраверсию и доброжелательность. Now the second table, including all over clinical scores. Во второй нижней части этой колонки вы можете видеть результаты клинических тестов. All clinical scores that are indicators of mental problems and disorders are positively correlated with personal contents of experience. И во всех тех случаях, когда были высокие результаты, полученные по итогам клинического тестирования, вы можете видеть, что в этих же случаях достаточно высокие цифры, отображающие уровень личного в прожитом опыте. No one of these values is positively linked to transpersonal spiritual contents of experience. That's very important. При этом эти результаты клинических тестирований не находят никакой корреляции в той колонке, где у нас присутствует трансперсональный и духовный опыт. There is only a negative correlation between one of the clinical values and transpersonal spiritual contents. Есть только одна отрицательная корреляция между проведенным клиническим тестированием и трансперсональным и духовным опытом. That means the more transpersonal spiritual contents, the less mental problems. Что означает, что чем чаще и чем выше уровень трансперсонального и духовного опыта, тем меньшее количество душевных проблем у испытуемого. Now let's come to measures that regard the sense of meaning in life. Теперь давайте посмотрим те шкалы, которые отображают чувство осмысленности, смысла жизни. Also here please notice the suffixes A and B. You already know what they mean. И также, пожалуйста, обратите внимание на латинские буквы А и Б. Мы уже знаем, что они означают. All the measures of sense of meaningfulness in life are positively correlated. There's only one or two are negatively correlated. I'll explain it to that. But all are positively correlated in main with transpersonal spiritual contents of experience. То есть позитивные цифры в том, что касается фактора смысла и осмысленности жизни, имеют также позитивную корреляцию с трансперсональным и духовным опытом. There is only one scale, it's called order, that is negatively correlated. Есть только одна шкала, которая здесь называется порядок, а только она имеет отрицательную корреляцию. We need to know what this scale measures to understand it. И для того, чтобы понять это, нам необходимо знать, что же именно при помощи этой шкалы мы измеряем. Order is a characteristic of people that are very materialistic minded, morally minded, and rational minded, and traditionally minded. Шкала порядка – это о людях, которые мыслят материалистично, которые мыслят в моральных категориях и мыслят рационалистически. Also, the second negative correlation regards the crisis of meaning. Вторую негативную корреляцию мы можем видеть с той колонкой, где у нас кризис смысла. That means you tend to see your life as meaningfulness. Это означает, что эта категория участников рассматривали свою жизнь как нечто бессмысленное. That means, in the first case, the more transpersonal content experience, the less you are moralistic, materialistic, or only rationally minded. Другими словами, это означает, что чем больше трансперсонального опыта, тем в меньшей степени человек склонен к морализаторству и рационалистическому мышлению. In the second case, it means the more you experience transpersonal spiritual contents, the less likely it is to have a crisis of meaning 6 to 8 weeks after the experience. И, соответственно, чем в большей степени человек переживал трансперсональный и духовный опыт, тем в меньшей степени вероятно, что через 6 или 8 недель после семинара он будет переживать кризис, связанный со осмысленностью собственной жизни.
So, what has changed? I made a direct comparison between the pre and the post tests. Итак, что же изменилось? Я здесь провел прямое сопоставление тестов, которые проводились до семинаров и после. Interpersonal problems decreased. И мы увидели, что межличностные проблемы пошли на убыль. The severeness of clinical symptoms decreased. И также ослаблялись клинические симптомы. Also a large size effect towards a decrease also regarding clinical symptoms. Также мы видим существенное снижение общего количества клинической симптоматики. Sense of meaningfulness increased. Также мы видим возрастание ощущения смысла жизни. Crisis of meaning decreased. И мы видим уменьшение кризиса, связанного с таковым смыслом. And vertical self-transcendence increased. И также мы видим возрастающую вертикальную самотрансценденцию. That means you feel bounded to some kind of divine or transcendent reality. Это означает, что человек ощущает связь, ощущает некий бондинг с божественной или же трансцендентной реальностью. Please also note that we are talking about the observation time from 8 to 10 weeks. И, пожалуйста, обратите внимание на то, что мы здесь говорим о результатах тестирования, которое проводилось через 8 или 10 недель. So there are some conclusions I will throw out of my results. И, соответственно, я хочу представить некоторые результаты своих исследований. We could prove that holotropic breathwork is capable of inducing experiences. Некие выводы, которые заключаются в следующем. Да, холотропное дыхание способно вызывать некие опыты, некие переживания, Related to the personal biography, связанные с личной биографией, as well as transpersonal and spiritual contents of experience. а также и с духовным и трансперсональным измерением переживаемого опыта. Clinical symptoms only had positive correlations to personal contents of experience. И мы видим, что клиническая симптоматика может быть сопоставлена с личным аспектом, личным содержанием переживаемого опыта, но не с трансперсональным и не с духовным. But not to transpersonal spiritual contents of experience. И с трансперсональным, с духовным измерением опыта мы здесь не видим позитивных корреляций. That is really some evidence against the opinion that these kind of experience are in principle a pathological expression or indicator of mental disorder. То есть здесь мы видим некое подтверждение тому, что опыты такого рода не являются симптомами патологическими или же симптомами каких-то клинических расстройств. If it was that way, there must have been positive correlations between clinical indicators and transpersonal spiritual contents of experience. Потому что в противном случае мы бы обнаружили позитивную корреляцию между наличием клинической симптоматики и переживанием трансперсонального и духовного опыта. Furthermore, it was that way that transpersonal spiritual contents of experience were continuously positive correlated to indicators of mental health. Более того, трансперсональное и духовное измерение опыта неуклонно сопутствовало наличию физического и душевного здоровья. Like extroversion and agreeableness of the neo-PIR, Как то, например, экстраверсии и дружелюбию, or the scale that measures sense of meaningfulness. и также соответствовало наличию у испытуемого чувства смысла собственной жизни. So all in all, we can say clinical symptoms decreased, but we need to interpret these results with caution because we only have a short observation time. I can only talk about 8 to 10 weeks. То есть мы видим, что действительно проявления клинической симптоматики стали менее выраженными, но эти результаты нам необходимо применять с осторожностью, поскольку время наблюдения было действительно кратким. Я говорю о сроке в 8 или 10 недель после занятий. And I also need to tell you that the sample consisted of healthy subjects. И также я хочу упомянуть о том, что выборка включала в себя здоровых людей. But you also need to know that even if the sample consists of statistically healthy subjects,
Но также необходимо помнить о том, что если выборка включает в себя статистически здоровых участников, that does in no way mean that they have no symptoms or problems at all. то это не значит, что у них не выражена какая-либо симптоматика, какие-либо проблемы. What these results prove is that something was initiated, the process of change was initiated. Данные результаты показывают, что был запущен некий механизм, что начался некий процесс. But we would need further studies and a longer observation time to prove a long-term effect. Но для того, чтобы подтвердить долгосрочный эффект, нам будут нужны дальнейшие наблюдения, более протяженные по времени. Okay, there's a fault on my slide. That means sense of meaning. Oh no, it's right. Sense of meaning increased. Да, действительно, возросло ощущение смысла жизни. And I told you already, vertical self-transcendence, feeling bounded with higher divine transcendent reality, increased. И также я уже говорил о том, что возросла трансценденция себя по вертикали, то есть связь с чем-то божественным. And crisis of meaning decreased. И также уменьшилось ощущение, связанное с кризисом в осознании смысла жизни. So what we can say is that transpersonal spiritual contents of experience are really in a powerful way capable of creating the feeling of sense of meaning in life. То есть мы можем сказать, что трансперсональное и духовное измерение опыта действительно создает чувство смысла жизни. Thank you very much for your attention. If you want to get further information, please visit my website, transpersonalresearch.org. Большое спасибо за ваше внимание. И если вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, сходите на мой веб-сайт, который указан на этом слайде в верхней строке. Thank you much for taking your attention. Большое спасибо за ваше внимание. Microphone. Thank you all of you for being here for this presentation and this panel. Спасибо вам за то, что пришли на этот круглый стол послушать мой доклад. For me it's also an honor to be here in this panel with Stan. For me it's also an honor to be here in this panel with Stan. И для меня также большая честь присутствовать на этом круглом столе, где присутствует Стэн. So I'm going to make this presentation called Exploring the Effects of Holotropic Breathwork in the context of a week-long workshop. И моя презентация посвящена исследованиям холотропного дыхания применительно к недельному семинару. So I'm going to present the results of a couple of research. So I have a lot of data and I'm going to make it fast. So I'm going to skip some of the slides. И сейчас я представлю вам некоторые инсайты и некоторые открытия, связанные с исследованиями, которые мы проводили в 2007 и 2009 году. Материала у меня много, поэтому некоторые слайды я буду пролистывать. So the Insight Open Retreat is a week-long experiential workshop, and it includes not only holotropic breathwork sessions, but also daily vipassana meditation and some lectures and formal teachings. И в ходе нашего недельного семинара мы не только практиковали холотропное дыхание, которого было 4 сессии, но также ежедневно мы практиковали медитацию випассаны, мы слушали лекции и мы получали учения. It has also other special elements, has a special diet, a special environment. И также там были другие составные части, как, например, особая диета, особая обстановка. This is a photograph of the space where the workshop was held. Это фотография того пространства, где проходил наш семинар. And this is the set where the holotropic breathwork sessions take place during the workshop. И здесь вы можете видеть сессию холотропного дыхания в рамках этого семинара. More than 100 people participate in the week-long workshop. И участниками этого недельного семинара было более 100 человек. The place was amazing. This is another photograph of the lake in the place where the retreat was held. Поблизости было озеро, вы можете видеть берег этого озера, поблизости от места, где проходил наш retreat. Because I consider the context where the experience takes place are also important where you are doing this kind of work. И действительно важна та обстановка, то место, где происходит работа такого рода. So I use a quasi-experimental design with some repeated measures, and I didn't use a control group because
I just participate in the workshop and ask to the people who still was there participating to collaborate in my research. Я разработал экспериментальный подход к проведению такого теста. Я проводил измерения, и у меня не было контрольной группы. And in this first research, I asked for volunteering to the people who has between 18 and 35 years old. И участниками были люди от 18 до 35 лет. And both people with previous experience with breathwork and those with breathe for first time were allowed to participate in the research. В этом исследовании участвовали и люди, дышавшие в первый раз, и люди, у которых уже был опыт холотропного дыхания. So the design include breathwork measures who was taken in the first days of the workshop. И, соответственно, тестирование проводилось до холотропного дыхания, до первой сессии. Then I took another measure about the first holotropic breathwork experience of some of the participants. Также сразу после него у участников. And then I make 3 follow-ups, 1 month, 6 months, and 16 months after the workshop. И также еще 3 раза через месяц и через 6 месяцев и позже, после того, как прошел семинар. And I used several psychological assessments, including book 1 symptomatology inventory, the death anxiety scale, the purpose in life test, the personal orientation inventory, the big experience profile. Я использовал I will explain сходные later each of them. психологические тесты, в частности тест на симптомы, связанные со страхом смерти, со смыслом жизни, тест на личностную ориентацию и так далее. So I'm going to go briefly to the results of this first research. И сейчас я представлю краткие результаты этих исследований. Well, the objectives were to explore the effects of holotropic breathwork in levels of distress, meaning of life, death anxiety, and certain personality properties in the context of this week-long workshop. И целью исследования было рассмотреть эффекты холотропного дыхания применительно к уровням дистресса, применительно к ощущению осмысленности жизни, страху смерти и определенных характеристик личности. Все это проводилось в контексте недельного семинара. And analyze the type of experience people have during their holotropic breathwork sessions. Также целью был анализ тех опытов, которые люди проживают в процессе холотропного дыхания. So in this research, 34 people fill out the questionnaires in the first measure, but only 16 fill out all the follow-ups, well, the first 2 follow-ups. И 56 человек участвовало в первом опросе, но только 16 я отследил в ходе последнего. So the average age was 25, almost 26 years old, and it was 50% women and men. Среднее арифметическое возраст было 26 лет, и среди участников было поровну мужчин и женщин. And with this sample, we didn't find very big differences in 3 of the questionnaires, in the brief symptom inventory, death anxiety scale, and purpose in life. But there is a slight reduction of the symptomatology and a slight increase of the purpose in life. И здесь мы не видим сколько-нибудь выраженного различия в том, что касается клинических тестов, но мы видим некоторое снижение симптоматики, и мы видим некое возрастание чувства осмысленности жизни. But in the personal orientation inventory, based in the humanistic theories of psychology, Но в том, что касается личностной ориентации, в том, что касается аспекта, связанного с психологией, we find several differences. The black line is the pre-measure, the red line is 1 month after, the green line is 6 months after. мы здесь можем видеть некое различие. Нижняя линия
Темное – это до холотропного дыхания, средняя линия красная через месяц после, зеленая верхняя линия – это через 6 месяцев после. And it's interesting because not only there are differences between the pre-measure and the 1 month follow-up, but also this difference increase 6 months afterwards. И интересно здесь то, что отличия между измерениями, которые проводились до дыхания, возрастают, и вы видите, что там большая разница на сроки в 6 месяцев после семинара. And briefly, some of the difference they include, and especially 6 months follow-up, they were more time competent, so they live more in the present. И мы видим, что через 6 месяцев возрастает временная компетенция. Мы видим в большей степени жизнь в настоящий момент. They were more inner-directed, and they were also more flexible in the application of their values. Также мы видим, что люди были в большей степени направлены внутрь себя, и мы видим возрастание показателя самоактуализации. They see the nature of men has more positive, and also they has more acceptance of their own aggression. И также мы видим возрастание понимания конструктивности человеческой природы, и мы видим возрастание показателя принятия агрессивности. And then, regarding the questionnaire used to measure the experience, the big experience profile measure mystical type experiences during altered state of consciousness. И в том, что касается измерения мистического опыта в измененном состоянии сознания, This is the average score of each dimension of the questionnaire for all the sample. There were 29 subjects. и здесь вы можете видеть те темы, которые были в этом опроснике. And there are like moderate, high scores because there is the average of all the group. И вы можете видеть, соответственно, колонки, которые отображают уровень интенсивности по этим тематикам, то есть внутреннее единство, внешнее единство, трансцендирование времени и пространства. And the most interesting thing was that 6 of the 29 participants has a complete peak experience during this spirit work. И интересно то, что 6 из 29 участников в ходе холотропного дыхания прожили полное пиковое переживание. Which is the 20% of the people who fill out the questionnaire. То есть это 20% от общего числа людей, заполнивших опросники. And regarding the 14 months follow-up, there are several more questions, but I'm going to explain these 3. И далее мы проводили и через 14 месяцев еще исследования. Сейчас я представлю результаты некоторых из них. From the 10 subjects who answered to this questionnaire, the most of them consider that it was a very personally meaningful experience in their life. Из 10 опрошенных большинство согласились с тем, что пережитый опыт был значим и имел смысл применительно к их жизни. 50% considered that it was among the 5 or 10 most meaningful experiences of their lives. И несколько человек согласились с тем, что это был наиболее значимый опыт в их жизни. And also, the most of them consider that it was very much spiritual significant or among the 5 most spiritual significant experiences of their lives. И также большинство согласились с тем, что этот опыт был духовно значим, при этом 5 человек согласились с тем, что это был наиболее духовно значимый опыт их жизни. And also, the most of them consider that the personal well-being and life satisfaction increase moderate or very much after this experience. И также большинство согласилось с тем, что их ощущение благополучия возросло после того, как они пережили этот опыт. So these positive results encourage us to make another similar research 2 years afterwards in the same context, in 2009. Позитивные результаты стимулировали нас к тому, чтобы 2 года спустя, в 2009 году, провести такое же исследование в сходном контексте. But we're allowed to participate
to all the people participating in the workshop. We don't put any age limitation. Мы позволяли участвовать всем участникам воркшопа, при этом не оговаривая возраст. And regarding the measures, we put the follow-ups 2 weeks and 4 months afterwards. There are smaller time points from the workshop to increase the participation in the follow-ups. И, соответственно, сроки, с которыми мы работали, это 2 недели и 4 месяца после семинара, то есть наши временные рамки стали уже. And we use similar questionnaires. We have a personality questionnaire, the temperament and character inventory. И мы использовали сходные опросники. And in this case, 52 people follow the baseline, they follow up the first pre-measure. И, соответственно, у нас изначально было 52 участника, 52 опрошенных. Until the present moment, 26 people has fill out the 2 follow-ups, the 2 weeks and the 4 months follow-up. И 26 из них участвовали также в последующих исследованиях, которые проходили через 2 недели и через 4 месяца после занятий. But we are still receiving information regarding this research. Но мы пока еще продолжаем собирать о них информацию. So the average age was 46 years old. There were 16 females and 10 males. Итак, среднее арифметическое возрастное 46,8 года, среди участников 16 женщин и 10 мужчин. And it has a very high sociocultural level with a high level of studies and with high levels of studies. И у них всех высокий социокультурный уровень, то есть высокий уровень образования. So in the pre-measure, before the BREATHWORK, we find that they have a moderately high level of distress. То есть в опроснике, который раздавался до семинара по холотропному дыханию, мы увидели, что у них умеренно высокий уровень дистресса. They don't have very clear purpose and meaning in life before the BREATHWORK workshop. Что нет полной ясности касаемо смысла и осмысленности жизни. And the most interesting part is in the personality questionnaire because they show high scores in novelty seeking, low scores in harm avoidance, and remarkable high self-transcendence scores. И самое интересное мы можем видеть по результатам личностного опросника, где мы видим, что у этих опрошенных высокий уровень поиска нового, низкий уровень избегания ущерба и удивительно высокий уровень самотрансценденции. And being a novel experiential psychotherapy, which is related with transpersonal psychology, it makes sense this profile. И применительно к трансперсональной психологии, экзистенциальной психологии, эти цифры действительно имеют смысл. Here I compare with a medical student sample the profile of the workshop, and the most amazing difference is in the self-transcendence. Look, the difference is like for sure significant statistically. И здесь вы можете видеть различие по медицинским параметрам. Вы видите, что здесь разница на почти 4 колонки. So if you go to your psychiatrist and he see this profile, you can go to the hospital for sure. И, в принципе, если показать такую картинку психиатру, то он действительно может отправить человека в клинику. There is one table. So regarding the other questionnaires, in the post measures, it was a decrease in the symptomatology, both 2 weeks and 4 months after the workshop. Что касается тестов, которые проводились позже, то в них мы тоже увидели снижение симптоматики и через 2 недели, и через 4 месяца. And this decrease was in all the dimensions of the questionnaire. И это снижение шло по всем уровням опросника. Including somatization, depression, anxiety.
то есть и соматизации, и депрессии, и тревожности. And also in paranoid ideation and psychoticism, they are decreasing also, even though the people has a high self-trustedness. И также мы увидели снижение и психотических проявлений. In the death anxiety scale also, it was a decrease. It's slight, but there is a decrease 2 weeks and also 4 months after the workshop. И по другим показателям мы смогли увидеть уменьшение симптоматики через 2 недели и через 4 месяца после воркшопа. In the purpose and meaning in life, it was increased 2 weeks after the workshop, and then it's maintained with a lower score, but it's maintained 4 months after the workshop. В том, что касается целей и смысла жизни, мы также видим, что эти показатели возрастают через 2 недели и продолжают расти, хотя уже более медленно, на точке 4 месяца. And regarding the personality questionnaire, the most remarkable difference was in self-directedness. И в том, что касается опросника по личности, то наиболее поразительные результаты мы можем видеть в той колонке, где личная устремленность. People feel more self-directed after the workshop, and this makes sense with the scores in the purpose in life test, because it also regards to purpose and meaning. Люди начинают в большей степени ощущать, что они направляют свою жизнь и руководят таковой, и это связано с возрастанием ощущения смысла жизни. Then it was increase in the cooperativeness. People is more cooperative after this kind of workshop. And also Также it мы was, увидели возрастание способности к сотрудничеству. and also there was a reduction in harm avoidance. И увидели снижение в показателе избегания боли. Well, this was 2 weeks before, after, and this is 4 months after, and there is still the difference in self-directedness. It's not so big, but it's still. И эта диаграмма отражает то, что было на сроке 4 месяца после семинара. И мы также видим увеличение самостоятельности личности, не настолько резкое, но тем не менее оно присутствует. And this is about the peak experience profile again. This is after the first BREATHWORK experience. Это наша диаграмма, показывающая пиковые переживания. It's interesting, for example, that they have a very high score in the deep feel positive mood during the experience. И мы видим, что исключительно высокие показатели позитивности переживаемого опыта. But they also feel unity, trustedness of time and space, ineffability, sacredness. И также мы видим высокие показатели в том, что касается ощущения сакральности происходящего, ощущения единства. This is after the second breathwork, and it's almost the same profile of the first one. It's very similar. Это второй опросник, он выглядит достаточно похожим на предыдущий. And in this case, 2 participants have a complete mystical experience or peak experience after the first breathwork and also after the second. И в этом случае 2 участника пережили полное пиковое переживание и после первой сессии своего холотропного дыхания и после второй. And then another 3 has a very powerful experience, not arriving to the peak experience, but very powerful also. И 3 участников также пережили исключительно сильное пиковое переживание, хотя и не в абсолютной его полноте. So almost the 25% of the people who fill out the questionnaires has a powerful experience during the breathwork. То есть почти 25% опрошенных пережили какой-либо мощный опыт в ходе холотропного дыхания. So this is the results I have found. I'm going to explain some limitations. Итак, сейчас я представлю некие ограничения этого исследования. I haven't had a control group from this study. У меня не было контрольной группы, когда я его проводил. So the subjects were not randomized in different groups. То есть оно было не рандомизированное. The sample size was small. Выборка была небольшой. They were volunteers, so this is another limitation. Участие в опроснике было добровольным.
And the workshop includes also other elements besides holotropic breathwork, including the meditation, the environment. И кроме холотропного дыхания, воркшоп включал в себя и другие составляющие, как то медитация и особенности пространства, в котором мы находились. So it's necessary to make more controlled studies with a control group and having more variables controlled. То есть, соответственно, может быть необходимо более полное исследование, предусматривающее контрольную группу и наличие большего количества переменных. Okay, resume a little the conclusions. I have said right now. The group showed at baseline some differences between the general population. И выводы, которые я уже озвучил, то есть мы видим в начале относительно высоко проявленную симптоматику, и мы видим неуверенность в цели и смысле жизни. They show a moderate high symptomatology, but it's not a clinical value. It's like between the general population and the clinical values. При этом мы не говорим о симптоматике клинической в данном случае. We can say that they were a little neurotics. They were a little neurotics, not Real? neurotics. No, it was not a big symptomatology. То есть нельзя сказать, что в начале нашего исследования наша выборка проявляла сколько-нибудь сильно выраженные симптомы невротические. They didn't have a clear purpose and meaning in life. У опрошенных было ощущение неуверенности в том, что касается целей и смысла жизни. And also they show different traits of personality compared with the general population, as I have said. И также они продемонстрировали личностные характеристики, отличающиеся от общей картины населения. Including the high novelty seeking, the lower harm avoidance, and especially the high self-transcendence. А именно, более высокий уровень поиска нового, более низкий уровень избегания неприятных переживаний и исключительно более высокий уровень способности к трансцендированию себя. And also they show some change over time on dependent measures. Some of them were significant, but they were changed. To speak more. И также в этой нашей группе холонавтов мы можем видеть существенные временные изменения. Including the reduction in the global severity index. В том числе снижение показателей общего, подскажите, пожалуйста, как это называется правильно? Including the increase in purpose and meaning in life. Global Severity Index is like the global severity index is the total score of the symptomatology people show in this questionnaire, in the brief symptom inventory. То есть снижение общих показателей, отражающих отрицательную симптоматику. And they also show a significant increase in self-directedness. Также мы увидели возрастание уровня самоопределения. And a reduction in harm avoidance and an increase in cooperativeness. Мы также увидели снижение избегания неприятных переживаний и возрастание сотрудничества. And also we have seen that holotropic breathwork can produce sometimes mystical type experiences, especially in the context of this week-long workshop that is the one I was studying. И также мы увидели, что холотропное дыхание может продуцировать опыты мистического свойства в контексте недельного семинара. Regarding this last point, I've been doing a new research during the BREATHWORK conference seminar this week. И есть еще одно исследование, которое я проводил в ходе холотропного дыхания на прошлой неделе, на этой неделе.
and around 140 people fill out it, so it's going to be interesting to show the results. Вот когда проходил этот семинар, более 140 людей заполнили опросники, поэтому будет интересно посмотреть на результаты. So the future projects include, in my case, to study if the chains are maintained in the follow-up measure 12 months after the workshop, in this case. И дальнейшие цели на будущее – это проследить, сохраняются ли обнаруженные изменения через год после прохождения семинара. Validate these results with a bigger sample. Также целью является подтверждение полученных результатов с использованием более широкой выборки. And I think it's important to develop a larger, randomized and placebo-controlled study. И я также думаю, что важно разработать более широкое, рандомизированное и плацебо-контролируемое исследование. And also to develop similar studies in other contexts where the holotropic breathwork is used, because I think the context is very important when these techniques are used. И также разработать, провести сходные исследования в других контекстах, где используется холотропное дыхание, а именно в трансперсональном тренинге группы, проводить сходные исследования на воркшопах в субботу и воскресенье и в индивидуальном контексте. And it will be in the training, in a weekend workshop, in an individual setting. То есть это можно проводить и в ходе семинаров выходного дня, и в индивидуальном формате. So thank you for your attention, and if you have questions at the end of the presentation. Спасибо за ваше внимание, и если у вас возникли какие-либо вопросы, я отвечу на них в конце нашей сессии. Огромное спасибо всем пришедшим на этот воркшоп. Для меня огромная честь сегодня делиться с вами результатами работы, особенно в присутствии Стэна Гротфана, потому что холотропное дыхание изменило и мою личную жизнь и полностью мою профессиональную практику. A huge thanks to everybody for this opportunity, and to me it was also a great honor to be presenting here together with Stan Roth, and holotropic breathwork changed not only myself and my worldview, but my entire practice. У меня есть две проблемы. С одной стороны, накануне сгорел мой ноутбук, поэтому я не успел извлечь информацию, я без слайдов сегодня. And I have two problems. The first one is that my laptop died yesterday, and so I will have no PowerPoint presentation. И вторая, то, что очень мало времени, а многим бы хотелось поделиться. And the second is that we have so very little time, and there is so much I wish to share. Ну, по профессии я врач-психотерапевт, и последние 12 лет активно использую холотропное дыхание в своей психотерапевтической практике совместно со своей женой Александрой, которая здесь тоже присутствует в зале. And I am a medical doctor, I am a psychotherapist, and I use holotropic breathwork in my work. We do it together with my wife Alexandra, who is also present in this audience. Но надо, в своем докладе я бы хотел отразить именно психотерапевтические аспекты использования холотропного дыхания. And in my presentation, I would like to dwell on the therapeutic aspects of holotropic breathwork. И тут нужно сказать, что моя позиция отношения к психотерапии не противопоставлена, скажем, личностному росту и самоисследованию. And here I can say that my attitudes towards therapy is not does not oppose it to personal growth or does not oppose it to personal growth or self-exploration. Потому что для меня это тождественные совершенно вещи. И, по сути дела, там, вспоминая слова Юнга, проблемы нельзя избежать или от них освободиться, их можно только перерасти. To me, it is one and the same thing. And remembering what Jung said, you can't get rid of a problem, you can only live through it. И в течение последних 12 лет мы активно использовали холотропное дыхание с различными группами клиентов. And during the last 12 years, we've been doing holotropic breathwork with different client groups. И столкнулись, с одной стороны, с очень хорошими результатами этого использования. And on the one hand, we encountered very positive results of that. С другой стороны, с некоторыми вопросами, связанными с взаимодействием с другими, ну скажем так, традиционными
медицинскими организациями, психологическими институтами, что тоже является очень важным и специфичным для российского поля, может быть и международного поля использования холотропного дыхания. But also we encountered issues connected with the outlook of various medical organizations, psychological organizations, and so on, which is a relevant issue pertaining to the Russian field of research at least. И нам показалось очень важным не поддерживать эту оппозицию, максимально постараться работать во взаимодействии с этими организациями. And it seemed important to us not to increase the possible opposition, but to work in cooperation with all these organizations. Поэтому все это время мы очень тесно сотрудничали с Южно-Российским, Южным федеральным университетом, с кафедрой психологии в частности, и с Ростовским медицинским университетом, кафедрой психиатрии. Все наши работы были очень тесно ассоциированы с этими организациями. So we've been working in close cooperation with the South Federal University and with the University of the city of Rostov-on-the-Don, namely with its chair of psychiatry. И нам показалось это очень важным с точки зрения вообще интеграции холотропного дыхания в общее поле психотерапии. And it seemed important to us from the point of view of integrating holotropic breathwork in the overall therapeutic field. И формирование большей степени доверия у профессионалов, работающих в области психологического здоровья, к данному методу. And from the point of view of having professionals in the therapeutic field develop more trust towards this method of holotropic breathwork. И за это время задокументированных клиентов, которые прошли через холотропное дыхание, было больше 2000. And from that period, I can say that we have over 2,000 records of clients who went through holotropic breathwork. 2098 человек. 2,098 persons, to be more exact. И мы условно разделили бы их на несколько групп. Первая, Provisionally, we could subdivide them into 3 groups. Первая достаточно важная группа – это группа пациентов с зависимостью. The first group, which is a very important one, is clients who have various addictions. 647 человек мы наблюдали именно состояние наркотической алкогольной зависимости. Of these, we had 647 persons with alcohol or drug addiction. Надо сказать, что этой теме вообще очень много было посвящено, потому что мы организовали и отделение, и центр терапии зависимости на юге России. And I can say that we devoted a lot of attention to the subject because we established a center for addictions therapy in the south of Russia. И в настоящее время я являюсь супервизором подобного центра тоже на юге России, который в Ростове-на-Дону. And at the present moment, I am supervisor of a similar center in the south of Russia, in the city of Rostov-on-the-Don. Из нашего опыта использование холотропного дыхания как монометода с зависимым оказалось неэффективным. And from our experience, I can say that holotropic breathwork did not prove to be efficient as a mono method to be used with clients with addictions. Более того, часто это приводило к учащению наркотизации или алкоголизации. Moreover, it frequently brought about increased drug and alcohol taking. Однако наиболее эффективной моделью оказалось сочетание 12-шаговой программы The most effective model proved to be the combination of the 12 steps program с методом холотропного дыхания. And holotropic breathwork. И в течение последних 9 лет мы наблюдаем как раз модель работы сочетания холотропного дыхания с 12-шаговой программой и видим достаточно значимые результаты. And for the last 9 years, we have been observing very significant results which arise from the combination of the 12 steps program and holotropic breathwork. Ну, к примеру, тех, кто проходили программу ассоциированного использования холотропного дыхания и 12-шаговой программы. For instance, those who were in the program which combined these two approaches. Мы наблюдали 36% трезвости после прохождения программы реабилитации. We saw that 36% of the participants
achieved sobriety after going through the rehabilitation program. Ну, кто работал с зависимыми, знает, что это достаточно впечатляющий результат. And those who work with addictions know that these results are quite impressive. А в контрольной группе, ну, во всяком случае, в условиях тех, которые мы наблюдали, среди клиентов, которые имели только 12-шаговую программу без холотропного дыхания, But in the control group, namely in the control group which used only the 12-step program without holotropic breathwork, в нашем случае это составляло 18%. То есть те, кто трезвые после программы реабилитации, без срыва. the same figure was 18%. 18% of those who stayed sober after completing the rehabilitation program. Ну, тут можно еще много цифр приводить, к сожалению, очень мало времени сейчас. Подробно я докладывал вот свои результаты на 10-м конгрессе психотерапии, по-моему, в 2001 году, вот как раз об использовании этой программы. And I could quote a lot of figures, and I have no time to do that. I presented my work in detail at the 10th Therapeutic Congress, I believe that was in 2001. Кому интересно, мы сможем там после воркшопа уже каким-то образом говорить, ну, если интересно, детали, потому что очень много различных исследований проводилось в области зависимых. And if you're interested, we could discuss it in more detail after this workshop, because there has been a lot of studies concerning addictions. И они касались и качества прохождения самого процесса реабилитации в сочетании And the с studies холотропным concern both the quality of the rehabilitation и процессов ресоциализации, and also resocializing. и измерялся уровень там, депрессии, удовлетворенности жизнью, тревожности у контрольной группы, которые работали по 12 шагам без холотропного дыхания, и контрольной группы, у которой было и 12 шагов по холотропному дыханию. And we did a lot of testing, for instance, personality test in the control group, which used only the 12 steps program, and in our group, where we combined that and holotropic breathwork. И во всех случаях мы наблюдали значительное преимущество использования программы сочетанной 12 шагов по холотропное дыхание. And in all the cases, we saw that the effect of using both the 12 steps program and holotropic breathwork was truly positive. И результатом было то, что именно данная модель была принята для преподавания реабилитационных программ на юге России и в медицинском университете Ростовском и в Южном федеральном университете. То есть именно это сочетание сейчас преподается в данных двух университетах. And so it is this program which combines these two methods, which is now taught in the two universities, in the South Federal University and in the Medical University of Rostov-on-the-Don. Очень коротко по остальным группам, но просто это мы действительно много времени уделили в свое время. Это заняло много душевных сил, поэтому значимая крайне тема. And very briefly about the other groups, I just wanted to say that we did devote really a lot of time and attention to this study, so it is an important topic for us. Невротические состояния, значит, в этой группе Concerning neurotic states, мы наблюдали действительно большую резиденцию. Ну, во-первых, мы применяли в данном случае холотропное дыхание или обнаружили, что применение холотропного дыхания наиболее эффективно в сочетании с индивидуальной психотерапией. With neurotic states, we discovered that holotropic breathwork is at its most effective when combined with individual therapy. Подход психотерапии наш это гуманистическая, недирективная, ну, либо гештальт-терапия. And the paradigm we are in is humanistic or also Gestalt therapy. Наиболее, ну, скажем так, резистентными, сложно поддающимися процессу терапии, с нашей точки зрения, вот были пациенты, клиенты с навязчивыми состояниями. And I think that the most difficult category of client, the most resistant category of client were those with obsessive and compulsive states. И очень интересный доклад Майкла, который показывал о том, что мы тоже обнаружили, что в процессе холотропного дыхания у данных клиентов в большей степени, ну, скажем, превалировали переживания персональные. И только после разрешения своих невротических проблем и смещения запроса на экзистенциально-духовный поиск, мы наблюдали уже открытие, ну, скажем, трансперсонального опыта переживания.
It is very interesting that it correlates with what Michael presented here, that most of these people had a lot more personal experiences coming up, and only after these were worked through, only then the other contents started emerging. И из наших наблюдений эффективным оказывалась работа как минимум в течение года, которая сочетала и холотропное дыхание, и индивидуальную психотерапию. From my point of view, the effective time span was a year-long work during which we combined individual therapy and holotropic breathwork. При этом частота сессий где-то порядка 2 сессий в месяц холотропного дыхания, индивидуальные встречи от 1 до 3 в неделю. That comprised 1 to 3 individual sessions per week, and approximate more or less 2 holotropic breathwork sessions a month. Данная группа составляла 72 человека. And in this group we had 702 clients. 72. My apologies, 72 persons. Группа психосоматических состояний And now the group with psychosomatic states. довольно большая, 231 человек, вот мы задокументировали. It is rather large. We have records for 231 persons. В данном случае холотропное дыхание было довольно эффективное как монометод, то есть самостоятельно. And with this group, holotropic breathwork was quite effective on its own, if we used it as a mono method. И зачастую мы наблюдали исчезновение психосоматической симптоматики в течение 2-4 сессий. And we often noticed that psychosomatic symptoms disappeared after 2 or maybe 4 sessions. И запрос смещался в область уже, духовного поиска, вопросов саморазвития. And the client's request shifted towards spiritual seeking and the transpersonal. Четвертая группа, уже подхожу к концу, относится к нарушениям личных взаимоотношений. In the 4th group, I'm already approaching the end of this list, is the group with various issues in relationships. Психотерапевты знают, что это очень обширная группа, потому что сюда относятся мужские и женские вопросы, отношения дети-родители и так далее, и так далее, и так далее. And therapists know that this is a very wide topic which comprises both gender relationships, relationships between parents and children, and so on. 574 человека мы наблюдали в этой группе. 574 persons in this group. И в нашем опыте очень эффективно было сочетание холотропного дыхания с участием этих клиентов в динамических группах. And we saw that it was very effective for this group to combine holotropic breathwork and dynamic groups. Где такой вертикальный опыт холотропного исследования, where the vertical experience of one's holotropic self-research мог быть интегрирован в условиях безопасных, то есть горизонтально интегрирован в условиях динамической группы и опробован там же. Could be integrated horizontally within the safe container of the dynamic group and tested there. И те, кто участвовал в холотропном дыхании, в сравнении с другими участниками группы, and in comparison with the other participants of the group, those who took part in holotropic breathwork, демонстрировали, с одной стороны, большую степень доверия, demonstrated on the one hand more trust, лучшее знание своих границ, they were more aware of their borders, открытость, готовность к коммуникации, they were more open and more ready to и, communicate, естественно, более быстрое продвижение в терапевтическом процессе. and of course their progress was faster therapeutically. И последнее. And last point. Да. Большая тоже очень группа тех людей, которые изначально говорят, что это духовный поиск и личностный рост. We also have a large group of people who say that it is initially from the outset a spiritual quest. Тоже очень много об этом говорить. И группа составляла 658 человек. This group comprised 658 persons. И что мы наблюдали в этой группе?
С одной And стороны, what is it that we observe there? с одной стороны, это часто люди действительно приходили с запросом на глубинное самоисследование или с вопросом духовного или экзистенциального кризиса. Indeed, quite often people arrived bringing issues and questions connected, maybe spiritual emergency or maybe a request for further spiritual self-exploration. Опять же, это очень сильно перекликается с предыдущими докладчиками. And once again, I see a correlation here with the materials presented by our colleagues. Все эти люди отличались зрелостью, достаточно укрепленным, устойчивым «я». All these people were mature, they all had a stable, a steady self. И все они четко, все они отличались высокой степенью автономности. And they were all characterized by a high degree of sense of their own autonomous. Проявляли интерес к различным духовным практикам и традициям. And they also were interested in various spiritual practices and traditions. Но в этой группе также мы наблюдали людей, которые предъявляли духовный кризис или духовный запрос духовного роста совсем по другим причинам. But in that group we also had people whose request for the spiritual quest was motivated by totally different reasons. Потому что было сложно обозначить запрос, связанный с более, может быть, личностными, более, скажем, простыми проблемами. И потому что был страх оценки их как психически ненормальных, и страх обратиться к психотерапевту. И тогда, собственно говоря, вот этот духовный, запрос на духовный поиск маскировал, по большому счету, подлинную проблему. And the reason was the following. These people encountered some difficulty in formulating a request connected with the personality because of maybe fear of being evaluated or a similar range of fears. So this request for the spiritual was a mask behind which there was something else at another level. Мне кажется, это связано с таким образом, знаете, оценочного психиатра или психотерапевта, к которому сложно прийти. Поэтому если я там ищу духа, если я стремлюсь к развитию, это не так страшно прийти с этим запросом. So I can see this image of some therapist who is very evaluative and of whom the client is afraid in that respect, or maybe it seems to the client that this request for the spiritual is less scary. Однако из опыта при таком неоценочном, поддерживающем присутствии терапевта, так или иначе люди рисковали говорить о своих подлинных проблемах на здесь и сейчас. И только разрешив их, переходили к вот этим трансперсональным открытиям и большему поиску. But whatever the case, when people encountered the support of the therapist, they were able to discuss their true problems, which were in the here and now. And only after these problems had been solved, we had the possibility to move further to the transpersonal issues. Опять же, наверное, можно много еще говорить про эту группу, но действительно заканчивается время. And yet again, I can speak a lot more about this group, but our time is running out. Про осложнение. За все это время, вот во всей этой группе больше 2000 человек, мы имели две проблемы, два осложнения. And now about complications. We had two cases of that in this group comprising over 2,000 persons. Что касается физических проблем, их не было, наверное, потому что очень внимательно, тщательно старались отбирать на моменте прихода на холотропную работу. As for the physical side, there were no physical complications, possibly because we were very careful in admitting people to holotropic breathwork. В двух случаях мы имели ситуацию, когда участники скрыли наличие у них эндогенного заболевания, психического заболевания. And we had two cases in which the participants did not disclose to us that they had endogenous psychic disorders. И после холотропного дыхания мы имели обострение
симптоматики. And after the holotropic breathwork session, their symptoms became stronger. И вот тут как раз очень хорошо помогло наше взаимодействие с медиками, с психиатрами. And that is where our interaction with medical doctors and with psychiatrists really did help. Потому что во всех случаях мы старались поддерживать контакт с лечащими врачами, причем в одном случае это было в Таиланде. Because in both these cases we tried to maintain contact with the medical doctors to whom these clients went, and in one case that happened in Thailand. Во всех случаях был адекватный контакт с врачами и попытка провести дифференциальную диагностику, что это, не является ли это проявлением духовного кризиса человека, или все-таки это симптомы, скажем, шизофренического круга. And in all cases we tried to while maintaining contact with the medical doctors, a comprehensive diagnosis which would allow to see whether there is a spiritual emergency or for instance, a schizophrenic state. В общем, в итоге эта проблема была достаточно адекватно решена и в отношении родственников тех людей, которые приходили к нам, и в отношении врачей. То есть, мне кажется, это достаточно значимый момент, что за все это время мы имели два таких вот проблемных обострения, при том, что в обоих случаях, в принципе, это был у себя заболевание, и ответственность здесь была делегирована между нами одинаково, потому что контракт есть контракт. And I think that it is quite important to note that we had only these two cases, and in both these cases, among over 2,000 people, it was lack of disclosure which caused the problem. And since that was delegating responsibility, sort of, then I can say that we split that 50-50. Ну и в итоге, вот в завершении, просто из нашего опыта, and by way of conclusion, холотропное дыхание мощный и изящный метод. From our experience, holotropic breathwork is a powerful and exquisite method. Это безопасный метод. And it is a safe one. Если он практикуется в соответствии с теми нормами, которые предлагает GTT. It is safe if it is used within the framework of the GTT requirements. И во многом сейчас мы видим очень большую роль в том, чтобы интегрировать или полноценно интегрировать этот метод в общее поле психотерапии. And now our opinion is that it is very important to integrate this method within the general framework of psychotherapy. Что может как обогатить психотерапию в целом. And that could contribute to psychotherapy in general. И в то же время даст большую возможность людям использовать холотропное дыхание в своей работе, в своем личностном росте. And at the same time could give people the opportunity to use holotropic breathwork, both in their practice and in their own inner growth. И тут очень важно, какие мы, те, кто практикует холотропное дыхание. And here it is very important the question of who and what are we practitioners of holotropic breathwork. Насколько мы готовы, следовать тем этическим стандартам, которые приняты сейчас в мире. To what extent we are ready to live up to the ethical standards which are now accepted throughout the world in this respect. Насколько мы готовы к кооперации, к взаимодействию друг с другом. To what extent we are ready for cooperation, for interaction with each other. И со специалистами других смежных областей. And with specialists in other relevant areas. Вот, извините, что немножко я задержался. So I Спасибо do большое за apologize ваше for внимание. stepping by the time. Thank you very much for those wonderful presentations. Большое спасибо за эти прекрасные доклады. These are studies that are very sorely needed. Эти исследования исключительно необходимы. If the holotropic breathwork should be accepted as an official therapeutic method,
необходимы для того, чтобы холотропное дыхание было признано в качестве общепринятого терапевтического метода. In my early work, I was involved with psychedelics. И на раннем этапе моей работы я работал с психоделиками. And the studies that we did, for example, at the Maryland Psychiatric Research Center, И, например, те исследования, которые мы проводили в Мэрилендском психиатрическом институте, were all controlled studies with follow-up 6, 12, 18 months. это все были контролируемые исследования, по итогам которых мы также проводили впоследствии исследования Very с теми strict группами methodology. людей, с которыми мы работали. Методология, которая там использовалась, была чрезвычайно строга. Actually, National Institute of Mental Health required that evaluation of our results is done by people who have never taken psychedelics. So there was one team doing the initial evaluation and the final result, and the therapy was done by people who all had psychedelics. При этом предъявлялось нам следующее требование, что окончательная оценка результатов, сведение их будет проводиться людьми, которые никогда не принимали психоделиков. Now, with holotropic breathwork, this has been different. We have never had chance, really, to do clinical study with psychiatric populations. Что касается холотропного дыхания, ситуация другая. У нас никогда не было возможности провести клинические исследования применительно к психиатрическим клиентам. We have developed, we developed the holotropic breathwork in a place called Esalen. Мы разработали холотропное дыхание в месте, которое называется Эсален. Very unique human laboratory in a beautiful natural setting in the Pacific Ocean. Это совершенно уникальная лаборатория в прекрасном месте на берегу Тихого океана. And we deliberately stayed from any labels. We were not talking about therapy, we were not talking about patients. И мы специально избегали какого-либо рода ярлыков. Мы не говорили о терапии, мы не говорили о пациентах. This also made it possible to introduce certain elements into the breathwork, which would have been problematic in an official clinical setting. И это позволило включить в контекст холотропного дыхания некоторые элементы, которые было бы включить затруднительно в клиническом контексте. Use of body work, use of physical contact and so on. А именно, работу с телом, физический контакт и так далее. Obviously, you know, we had people with a lot of emotional and psychosomatic problems. И, конечно же, к нам приходили люди, у которых была масса эмоциональных и психосоматических проблем. And we have a lot of, you know, experiences where people got rid of asthma, Raynaud disease, phobias, depressions. И мы встречали множество случаев, когда люди исцелялись от астмы, от кожных заболеваний, от депрессии. But this did not have the form that would be acceptable, you know, with peer evaluation in a professional journal and so on. Но все это происходило не в том формате, который принят для экспертного рецензирования, допустим, в научном журнале. So I'm very excited that people whom we trained are now bringing in this sort of this missing dimension. Поэтому я очень рад, что те люди, которые учились у нас, сейчас привносят именно эту составляющую туда, где она еще не присутствует. But then again, seeing studies of this kind, I feel a little of an ambivalence. Но опять же, что касается таких исследований, я чувствую некоторую амбивалентность. Because something that's an extremely moving experience when you see people, for example, at the end of the training, talking about the changes that happen, and then you get it expressed in these cold figures, you know, with decimal points and probabilities. It's a very, very different kind of an experience. Потому что то, что трогает до глубины души, опыт, которым делятся люди после сессии, когда его видишь представленным в виде графиков и цифр с точностью до n-ного знака после запятой, это немножко другой вариант опыта.
wish, people who read these papers would also have that personal experience. Потому что мне бы хотелось, чтобы люди, которые будут читать такие научные работы, также сочетали бы чтение с наличием собственного опыта. Yeah, because I don't think they would really get the sense of the power, that transformation that can happen. Потому что через только такое чтение, я не думаю, что они увидят всю мощь трансформационного потенциала, который заложен здесь. I have made quite a few notes, but I'm just noticing I'm supposed to be in another place right now. Я вот So сделал I will себе have to несколько close it. пометок, но смотрю на часы и понимаю, что мне сейчас уже нужно находиться где-то еще. Okay, just very quickly, these studies showing, very, very interesting complement to Maslow's studies, where Maslow studied spontaneous experiences, and we now are looking at experiences that were induced in a specific context. И это очень значимое продолжение исследований Маслоу, который занимался опытами спонтанными. Certainly, Сейчас again, his statement that mystical experiences have nothing to do with pathology. И опять-таки это перекликается с его заявлением о том, что мистические опыты не имеют никакого отношения к патологии. Particularly if we had different sort of professional understanding, and people would receive proper guidance and proper support rather than being labeled, discouraged, and given tranquilizers. То есть, если бы у нас было иное профессиональное понимание, то люди получали бы поддержку, получали бы понимание, вместо того, чтобы получать диагнозы и рецепты на транквилизаторы. Another quick comment. It was also our experience that holotropic breathwork or psychedelics are not very useful with addicts or alcoholics if you do it at the time when they are actively using. You have to do the withdrawal and then you work on the psychological И еще одно дополнение. Хочу заметить, что наши исследования показали, что ни психоделическая терапия, ни холотропное дыхание не были эффективны при работе с зависимостями, когда человек еще продолжал принимать алкоголь либо наркотические вещества. Сначала было необходимо прекратить их прием и только после этого начинать работу. Just couple very, very quick comments. One of the problems is that the holotropic breathwork is a homeopathic form of therapy. И еще одно замечание. Холотропное дыхание есть гомеопатическая форма терапии. In homeopathy, the symptoms are not the problems. The symptoms are an expression of the organism to heal itself, bring something for processing. И в гомеопатии подразумеваются, что сами симптомы не являются проблемой. Симптомы являются попыткой организма исцелить себя. And it's very, very common that during the holotropic breathwork, symptoms get activated before people break through them. И зачастую случается так в холотропном дыхании, что симптомы активизируются по мере того, как человек пытается преодолеть их, пройти сквозь. It has two important consequences. One is that if this happens in a seminar when we have a limited time, we have to be out of the hotel by 5 o'clock. Когда такое происходит на семинаре, временные рамки которого ограничены, когда, например, нужно съезжать из помещения, допустим, из гостиницы, где это происходит через какое-то время, We don't have context where we could just continue working with that same kind of philosophy. когда нет возможности продолжить работу в том же ключе. And this person would then have to go to traditional psychiatrist. This would be seen as a precipitation of the psychotic state. То в таком случае, если клиент отправится к психологу-традиционалисту, то тот может прийти к заключению, что здесь имеется усугубление психотического состояния. So it's a clash of two paradigms. One is working with symptoms and the other one is suppressing symptoms.
То есть здесь мы видим столкновение двух парадигм, первая из которых направлена на усиление симптома, а вторая на подавление травмы. So if this happens, in a facility where we can just continue doing this uncovering work. А если это все происходит где-то, где есть возможность продолжить работу далее, The activation of symptoms is really extremely positive. то усиление симптомов – это чрезвычайно позитивный фактор. It has also implication on studies like this. This is where we draw the line, where we sort of ask the question, has the person improved or did not improve? И также это значимо для исследований, наподобие тех, которые мы имели возможность услышать сегодня. Это связано с вопросом, где мы проводим разделительную черту, касаемо того, стало человеку лучше или стало человеку хуже. Particularly if it's a kind of one shot. Yes. So particularly if we have just one shot, and we sort of see whether people's symptoms disappeared or were reduced, or whether symptoms are there. It's not seen in a kind of a longitudinal perspective. То есть получается, что если человеку, например, просто делается один единственный укол, то возникновение, развитие и дальнейшее поведение симптомов не рассматривается с позиции какой-либо протяженности во времени. So the next step would be, an important step would be to do these kinds of studies in the context where people, let's say, would be in a place like Esselen for a month, and then you would sort of do a series of those sessions, and then you see what is happening with the symptoms. Соответственно, что здесь может быть важно? Обеспечить возможность того, чтобы в таких пространствах, как, например, Esselen, собирались, проводили холотропное дыхание группы участников и обеспечить возможность того, чтобы была возможность длительного наблюдения за развитием симптоматики. Now I have to move to the other place. И теперь мне уже нужно переходить. One day,